Привет! Привет, мои дорогие! У нас сегодня будет такое интересное гадание. Что интересного будет у вас в жизни в ближайшее время, мои дорогие? Давайте посмотрим, что такого яркого, запоминающегося, приятного вас ждет, мои дорогие. Мы не будем смотреть негатив, мы сейчас будем искать звезды. Мы будем искать то, что интересное случится в вашей жизни. Чтобы вы не то, что там были к этому готовы, а чтобы это, девочки и мальчики, вы почувствовали, да, ощутили предвкушение праздника перед самим праздником. У нас будет 4 варианта. Что интересного вас ждет в будущем? В жизни я назвала это гадание, девочки. Что интересного вас ждет в жизни? Первое, второе, третье, четвертое. Но мы будем так делать, подтягивать это сейчас. Поэтому я сейчас сроки не говорю, я их не указываю. Мы будем ловить приятные моменты. Давайте посмотрим, что интересного, приятного, хорошего будет у вас в жизни. Первый вариант, второй, третий, четвертый. Выбирайте, девочки и мальчики, один вариант, и мы посмотрим, что хорошего, интересного, увлекательного, приятного, сногсшибательного вас ждет. Мы будем делать сейчас предвкушение праздника. Предвкушать будем, ловить этот момент. Я думаю, все равно вы всегда задумывались над тем, а что же еще интересного такого случится в вашей жизни, да? И сейчас мы будем смотреть. Выбирайте один вариант, мои дорогие, и мы посмотрим, что вас интересного такого ждет. Ну что, первый, второй, третий, четвертый вариант. Просто мигните глазом в свое красивое, счастливое будущее. Ну что, давайте смотреть. Итак, первый вариант. Что интересного, увлекательного будет в вашей жизни? Девочки, а вот тут у вас выпала восьмерка мечей, да? С одной стороны, можно подумать, что это прям хреновая карта. Но как эту хрень я вам могу сейчас объяснить? У вас на самом деле жизнь построена из взлетов и падений, да? И чем быстрее и глубже у вас какие-то падения, тем ярче и красивее у вас взлеты. У вас нету таких серых каких-то серых периодов в жизни. У вас есть 50 оттенков серого, у вас есть черное и белое, ярчайшие полосы. Если черная, то капец какая черная, если белая, то капец какая белая, да. И эта восьмерка мечей, она говорит о том, чем, знаете, вот вам такой совет, девочки, по восьмерке мечей. Вот когда у вас случается что-то такое, например, вы с кем-то расстаетесь, да, какие-то хреновые чувства, не цепляйтесь, например, за прошлое. Я бы даже сказала, усугубляйте как-то немножко вот этот момент, да, проживите его вот в какой-то вот стрессе, депрессухе, понаслаждайтесь даже этим, как ни странно, да. Вам надо становиться на дно двумя ногами, чтобы вы взлетали вверх. Вот если вы пытаетесь все время, знаете, на одной волне быть, да, то получается, вы делаете свою жизнь серее, и из-за этого вы не получаете тех эмоций, которые вы должны получать и которые вас толкают вперед. Вот как ни странно, да. И иногда у меня, например, бывали такие моменты, особенно в моей такой далекой студенческой молодости, да, когда я там не особо зарабатывала деньги, потому что там учишься, да. У тебя только степуха, которая там за 3 дня ты ее уже и потратил все, да, то есть выжить невозможно. Но и у меня были такие моменты, когда у меня, например, совсем не было денег, да. И в эти моменты, девочки, да, вот мне, например, мои родители или еще кто-то говорил, ну, типа, давай мы тебе дадим там денежек. Я говорила, не надо, не надо. Я должна почувствовать вообще полное вот отстойное состояние для того, чтобы подниматься выше. И девочки, и мальчики, я своего в жизни добилась чего хотела, да, занимаюсь любимыми делами своими. Полностью вот почему? Потому что я ловила вот эти вот моменты, отказывалась от помощи для того, чтобы не балансировать, знаете, на такой вот на каких-то непонятных ниточках, да. Я хотела опуститься на дно, чтобы подняться вверх. Понимаете? И мне это капец
помогала. То есть я хотела быть наедине со своей проблемой какой-то, на которую я акцентировала внимание. То же самое касается и денег, и то же самое касается и любовных отношений. Вот когда, если с кем-то расстаешься, да, надо вот вообще полностью уходить в это вот ощущение свободы. Не то, что там цепляться за мужчину, за какие-то отношения, да, и не то, чтобы просто там плакать потом, что там тебя кто-то бросил или еще что-то, да. Надо ощущать себя. Вот кто ты, осталась одна, да, кем ты себя чувствуешь, кем ты будешь. Вот эта восьмерка мечей в сигнификаторе вашем, да, в который вы выбрали, вам тут карта, вот эта восьмерка мечей, она показывает, да, тебе надо наступать на дно двумя ногами, чтобы взбираться еще вверх. И чем больше вот ты, когда вот прям, когда опускаешься туда, у тебя что-то щелкает, да, и сразу поднимаешься резко вверх, как на лифте. У тебя жизнь, в принципе, сплошные лифты. Ну, давай еще посмотрим, что интересного будет в твоей жизни. Лифты, девочки. Лифты. Тут идут лифты. Смотрите, еще и колесница выпала. А к чему ты колесница выпала? Что ты интересное показываешь? О, ну и все. Тут, конечно, везуха и пруха. Я вам скажу одну вещь, да. В жизни у вас будут случаться какие-то хреновые моменты, причем очень хреновые, да. По правде сейчас говорю и тоже в то же время снижаю как-то градус таких моментов. Там, где у вас будут такие моменты, когда вас будут предавать, когда вы, может, кого-то словите на измене. Тут еще могут идти какие-то, знаете, вестники каких-то смертей, да. Но и вы будете очень тяжело это все переживать. Но, мои дорогие, дело в том, что вам идет колесница и солнце. Это два круга, да. Дело в том, что вот прям про вас эти вот все истории, где рассказывается, что не история, а эти такие вот фразочки, что не делается, все делается к лучшему, что нас не убивает, делает нас сильнее, и это про вас. И, как ни странно, чем больше какой-то хрени в вашей жизни происходит, тем больше вы будете иметь, мои дорогие. Вот в будущем конкретно, да. И причем колесница и солнце выпало. 7 и 19 старший аркан. И это тоже как-то связано с цифрами. Это либо 19 и 7. Вот это какие-то либо 7 число, 19 число или 19.07. Да, что-то такое идет. У вас будет с числами что-то такими. Это вот прям какие-то роковые числа вашей жизни, когда вы будете чувствовать себя прям супер счастливыми такими. Ну, а теперь давайте перейдем к конкретике, да? Мы же сидим здесь и гадаем с вами на конкретное что-то. Так вот, давайте я разложу вот эти вот две карты. Что это за колесница ждет вас? В общем, у меня такое чувство, что вы переедете в другое место. Вы не будете жить там, где вы живете. И этот переезд будет такой вот счастливый. Вы будете прям лететь, смотреть в окошко, да, или ехать там на поезде, на машине, еще как. И прям, но вас как-то это позовут. То есть вас позовут как документы какие-то. То есть этот переезд будет связан с какими-то бумагами, причем договорами. Вот это самое дикое, приятное в жизни вашей будет. А еще давайте на солнце. Что на солнце? Дьявол выпал вам. Солнце на... Дьявол, который печется на солнце. Ну, но я даже не знаю, как это рассказать, девочки. Как бы вам так сказать, да, у вас полностью изменится жизнь. Так как вы сейчас живете, вы не будете жить. Вы не будете жить ни в этом месте, где вы живете, вы не будете работать на той работе, на которой вы работаете, да. У вас очень крутой вираж в жизни идет. Причем, знаете, я вам скажу одну вещь. Вот как вы сейчас живете, это, ну, по-обычному, да. А все, знаете, из-за чего? Из-за того, что вы цепляетесь за каких-то определенных людей, которые не нужны в вашей жизни. Понимаете? То есть эти
какие-то люди, которые вам реально не нужны, присутствуют в вашей жизни, но они как-то влияют на вашу жизнь, что вы не двигаетесь, не дергаетесь. И вот когда вы, вот эти какие-то знакомые, может быть, друзья, может, еще кто-то уйдут с вашей жизни, да, вы будете очень свободной птицей, да, высокого полета, и у вас жизнь сделает крутой вираж. Причем Э, вот здесь идет поездка, это даже не просто поездка, это какой-то переезд. Причем это как-то как будто вы не по горизонтали передвигаетесь, а как-то вверх идете. Поэтому мне тут как-то и самолет идет, или мне тут ведет, что вы будете на высокой возвышенности, на горе какой-то, на холме огромном жить, да, что-то такое. Но это через документы какие-то еще пойдет. Это либо покупка недвижимости своей, да, либо вот эти вот вот как договор купли-продажи здесь идет. Дальше. А про солнце и дьявола это вот реально крутой вираж в жизни, когда вы полностью почувствуете исключительную свободу, будете очень сильно хорошо себя чувствовать, да, как будто вы здесь и сейчас, где надо, в то время и в том месте, где надо. И вы в своей жизни ощутите такое, знаете, чувство, да, что вот все, что вы в своей жизни пережили, оно все вело к тому, что теперь будет у вас. Это, знаете, это такое вот ощущение, что мы не знаем, что нас ждет за поворотом, да, а у вас, получается, здесь идет за поворотом серьезный вираж. Э, Шли прямо-прямо, и видите, да, впереди то, что вас ждет, улицы, все остальное, а потом хоба, и вы резко меняете направление, заходите, и там вот другая жизнь, совершенно другая жизнь. Это два, то, что я хотела здесь сказать. Но кто вам мешает, девочки, вот по этим картам, какие-то привязки у вас идут вот в этой жизни, да, вы от чего-то еще не отвязались, и на это понадобится время, чтобы от этого отвязаться, да, от этих людей, кстати, каких-то. А когда они, вот ключевые эти персоны уйдут с вашей жизни, а, тут что может быть, девочки, да? Например, если вы очень привязаны к примеру, такая ситуация, да, привязана к токсичной матери, да, и вы вынуждены жить там, где вы не хотите жить, да. Вы реально чувствуете, что что-то, может быть, вы не проживаете не свою жизнь, либо вот как-то так не идет, как бы вы хотели. Вы живете, например, в одном городе, а мечтаете переехать в другой город, либо в другую страну, и оно у вас будет. Оно у вас будет, но после того, как исчезнут определенные люди в вашей жизни. Я сейчас не буду говорить, как они исчезнут. У многих из вас они исчезнут в силу того, что ну, умрут. У кого-то, девочки, какие-то разводы могут быть, да. Ну, короче, какие-то... Это или вы с какими-то подругами расстанетесь, либо это какие-то друзья, либо это не тот человек, который сейчас, например, может находиться с вами. То есть у вас жизнь изменится. И вот как, может быть, вы хотите знать, как это быстро случится, да? Вот почему-то, вот я бы сказала, тут 5-7 лет, да? Но потом вот это вот какой-то период, просто он не от вас даже зависит, он зависит от каких-то других людей, которые присутствуют в вашей жизни. И вот они потом как-то естественно уходят, вы это как-то на свой счет не принимаете, а потом резко у вас прям по дням, вот днями, быстро идут такие изменения в жизни, что жизнь очень сильно коренным образом меняется. Прям ну, считанные, не знаю, часы, дни, да, очень быстро. А вот сейчас как медленно что-то идет. А потом уходят эти вот люди, и вы как освобождаетесь от чего-то. И вы начинаете жить новую жизнь. Причем я вам даже больше скажу, жизнь, о которой вы мечтаете. Сознательно или бессознательно, да. То, что вы даже не можете сейчас поверить, что это сбудется. Даже не то, что вы хотите, да. Вот как был у меня давным-давно, это было такое, да, я говорю, о, ты как-то как на каком-то картавом языке говорить будешь, помню, да, и мы еще так поржали, типа, о, наверное, во Францию переедешь, да, и через 10 лет вышла замуж за француза.
женщина одна, да, и мы сейчас вот с ней вспоминаем, и она как это вот помнит, да, что мы посмеялись, что за картавый язык, а сейчас, и она никогда не думала, она французский язык, ну, как бы не то, что даже у нее не было такого, человек работал простым бухгалтером, понимаете, и причем там 15 даже, может, и больше лет, вот так на одной работе, все остальное, пришла, короче, вообще не думала. Вот и у вас также будет, у вас что-то изменится. Причем будет тянется вот из-за этих других людей, а потом хоба и резко уходит. И причем я не скажу, что у вас жизнь это вот была такая сладкая, да, и взлеты и падения тут по мечам, все остальное. И может быть вы сейчас не в самом лучшем своем расположении духа, да, но какой крутой вираж. В солнце дьявол, девочки, выпал. Это говорит о том, что очень резкая смена место жительства, занятий, рода и все остальное. Ну, очень похоже, как на какой-то переезд идет, да. Дальше. Вы не будете одни здесь, не можете даже не переживать. Ну, давайте еще глянем. Аж лапы чешутся, еще посмотреть. Что интересного у вас будет в жизни? А это к чему относится? Кубковый король тут выпал. Он еще и с дьяволом. И вот когда вот эти вот, знаете, вот идет как очень быстрая смена картинок у меня вот после вот определенного периода жизни, да, вашего такого вроде бы застойного и обычного, привычного, да, образа жизни. Как-то все изменится. Выпал король очень страстный такой. Ну, а что это он значит? Тут идет такое, по чувствам, я еще ловлю тут эмоции и чувства такие, да, состояния. И у меня такое состояние, как будто я на дне какого-то водоема, скажем так, да, и потом резко мое тело начинает подниматься вверх. Поднимается вверх, и я вижу солнце, я вижу поверхность другую, все остальное, да. И уши начинают слышать. Я слышу этот шум какой-то воды, и все. Как будто снизу вверх очень сильно поднялась. И причем такое ощущение, что всегда думала, что я должна жить в воде. А оказывается, вы должны жить на поверхности. Понимаете? Вот для вас это будет большое и интересное удивление в вашей жизни. Вот такие дела. Причем, знаете, мужчина тут идет такой кубковый, да, какой-то, я даже скажу, какой-то святость какая-то, какой-то вот дьявол в солнце, да, и этот кубковый, это как архангел какой-то, какая-то благость, очень сильная, крупная благость ждет вас. Но обращу внимание, опять же, да, что идут какие-то люди, которые мешают воплощению этого сейчас, да, но это все должно естественно происходить. Не то, что там врагов убирать сейчас надо, да, тут не в врагах дело, тут вот дело в тех людях, с которыми вы как вместе живете, с которыми общаетесь, да, вот как трудно все равно город поменять, ну, у меня же тут друзья, знакомые и все остальное, да, и кажется, ну, как я тут вырвусь? Ну, а потом они как-то исчезают, вот эти ключевые люди, которые влияют на то, что вас привязывают, и потом, знаете, в такое вообще отрыв, понимаете, блаженство какое-то. И вы не одна будете, вы там с любимым человеком, скажем так. С любимым человеком, и этот любимый человек как раз-таки удваивает вот эти вот чувства, да, вот этого какого-то сплошного блаженства вашего, удваивает. Ну, офигеть, короче. Ну, я тут, может быть, в общем сказала, да, но я так еще и понимаю, что все-таки мы гадаем на 4 варианта, поэтому это не сколько личный расклад, сколько я вам говорю, как будет развиваться ваша жизнь, что вы словили, да, что вы сейчас от карты словили. И я даже больше скажу, я на 100%, больше, чем на 100% уверена, что оно так и будет, девочки и мальчики. Так что я вас, в принципе, поздравляю, да.
Но не скажу, что жизнь у вас такая легкая. Будут излеты и впадения. И вот еще раз напомню, да, что, как я вначале говорила, из-за этой восьмерки мечей, вам надо больше уходить в себя, чтобы понять, не бояться одиночества, не бояться проблем каких-то и самому их решать, пытаться решать, не цепляться за других людей, потому что вот как раз-таки другие люди, в кавычках, помощники, да, вот они как раз-таки как-то вас тормозят. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант, давайте посмотрим, что интересного, увлекательного ждет вас в жизни. Так, тут выпала у нас шестерка мечей. Шестерка мечей. В ближайшее время будет какая-то неудачная поездка, девочки и мальчики. От этой поездки ближайшей, возможно, воздержитесь, если она, как говорится, неминуема, и вам ее не миновать, да. Либо пойдите другим путем, то есть не такими тропками, как вы привыкли ходить, да, а вот как-то утяжелить себе маршрут, чтобы не идти тем маршрутом в какую-то дорожку, потому что она нелегкая будет. Даже если вы завтра едете на работу, поедете другим путем. Вот чисто для того, чтобы сменить, как говорится, пластинку. Ну ладно, давайте еще посмотрим, что интересного у вас будет в жизни. Новое знакомство к вам идет. Вот смотрите, выпала шестерка мечей, плохая дорожка. И если вы послушаетесь моего совета и пойдете не по той дорожке, как обычно, вот в ближайшее время, или у вас запланирована есть командировка какая-то, да, вот как-то маршрутик немножко меняйте. Вот помните, что вам надо идти не тем маршрутом, на пару шагов больше, как говорится. И дело в том, что как раз таки будет другая дорожка, мои дорогие. Другая дороженька будет. И на этой другой дорожке вас ждет новое знакомство. Это человек, который вам в жизни пригодится. Он вам нужен, этот человек. Он решает многие проблемы. У кого-то это, девочки, новая работа. То есть, если кто-то не работает и ищет работу, это новая работа, да? Что интересного будет в вашей жизни? Destiny. Destiny. Не знаю, как правильно, девочки, уже произносить не помню, точнее. Destiny. Так вот, смотрите, судьбу свою измените. Ходите другими путями, ходите новыми путями, не идите по той же дорожке. Вы все время на работу идете, выходите из дома, идете направо, выйдете слева. Выходите все время в калитку, выйдете в ворота, да. Поменяйте пути. Вот прям меняйте пути, и вы, как только будете менять пути, вы увидите, как ваша судьба изменится в ту сторону, в которую надо. Такое ощущение, что немножко вас подпутывают. Так, тройка пентаклей. Ну, подожди еще. Что интересного ждет в вашей жизни? У вас очень много... Смотрите, если первый у меня расклад был больше такой, знаете, на судьбинушку, такую очень далекую перспективу, да, то у вас карты все выпадают именно на ближайшее будущее. Они тут показывают, что тебе надо думать не о супер далеких перспективах, сколько о своем прям ближайшем будущем. Да, что-то с дорогами связано. И если ты будешь менять дороги, ты на новых дорогах будешь что-то находить. Будешь идти старыми дорогами, на старых дорогах будешь терять время, терять, ну, что-то такое. Так что, девочки и мальчики, кто слушает этот второй вариант, пожалуйста, примите к сведению, да. Ну, поменяйте вы эту дорожку, ну, сделайте то, что я вас прошу, да. Я хочу, чтобы вы жили лучше. Я думаю, что я не больше вашего хочу, чтобы вы жили лучше. Так что походите другими путями. Не так, как вы хотите. Сделайте более такой, может, длинный путь, может, еще как-нибудь. Ходили за домами, ходите перед домами, да. Ездили на одном автобусе, ездите на другом автобусе. Ездите на машине, едете в другую сторону. Вот поедьте по другому пути, на ту же дорожку. Вам надо менять дорожки. И на новых дорожках вы будете находить и людей, и деньги. На старых дорожках ничего, там уже все высосано, по сусекам все вычищено. Вот что вам говорят карты. А что интересного будет вам в жизни, когда вы пойдете по новым своим дорожкам?
вам кто-то закрывает дороги. Вот сразу я вам говорю, да. Потому что тут чувствую, почему у меня даже такое желание все время вам говорить: смени дорогу, смени дорогу, смени дорогу. Потому что вам как на дорогу что-то не очень хорошее подкидывают. И это в прямом и в переносном смысле может быть, да. И на новых дорогах тоже могут быть такие... Будьте осторожны на новых дорогах, смотрите в оба, да, потому что вы будете как отрываться от этой магии, да, от того, что вам кто-то закрывает дорогу, вы будете отрываться, но в то же время вот эти вот точки, смотрите, вам когда закрывают дороги, да, по заговорам, по магии, да, как угодно, даже просто в мыслях, да, они закрывают определенные такие моменты, точки на вашей дороге, да, пункт А, пункт Б, пункт В, Г, Д. И, ну, то есть человек другой думает, куда вы будете ходить, и он примерно, да, вот туда и закрывает, чтобы вы куда-то не пошли. И дело в том, когда вы измените путь, вот эти вот точки расставленные, да, они еще будут оставаться, поэтому вам надо это все обходить. Что интересного ждет в вашей жизни? Смотрите, маг выпал. Ну, маг, дурак, э, повешенный. Вам точно закрывают дороги. Вам закрывают дороги. Что сделать так, чтобы вам не закрывали дороги? Девочки, кто занимается черной магией, могу посоветовать обратиться к тем же бесам. Кто не занимает, кто черной магией не занимается, помогите себе. Потому что тут выпадает вам иерофант, да, с магией. Вам надо сделать антимагию. Тут реально вам магия на пути дороги выпадает. Вам закрывают ваши дорожки. Точнее, вас и хотят, и ведут не по тому пути. Все зависит от того, насколько сильная у вас энергетика. Если вам в душе... Некоторые из вас могут так идти, да, ну, вроде бы у меня все нормально, все хорошо, но хотелось бы большего, да. То есть вот это слабая дорожка. А если вы внутри, знаете, переживаете, у вас какая-то депрессуха, стресс и все остальное, это говорит о том, что у вас сильная энергетика, которая с этим борется, да. И вы вибрируете в сторону того, чтобы на вас не действовали. То есть вы сопротивляетесь, да, есть сопротивление вот этой вот магии какой-то. А на вас реально вот магически. Вот я не знаю, я хотела сказать, знаете, сделать такой более общий, чтобы не говорить там магия, не магия, да, но тут и конкретная магия выпадает. И вам надо делать антимагию. Раскрыть свои новые пути, новые дороги. Сначала ходить по другим, потом сделайте, знаете, как интересно, я вам скажу, как запутать следы, чтобы на вас никто не перекрывал вам дороги. Вы живете в доме. Выходите из дома, с подъезда, да, вот, и стоите спиной к своему подъезду. Вот только что вышли. Слева перекресток есть ближайший, и справа есть ближайший перекресток. Вы идете или направо, или налево, куда вас поведет, на перекресток ближайший, и кладете пару монет, 2-3 монеты. Идете потом возвращаетесь назад в другую сторону к ближайшему перекрестку, и там же тоже несколько монеток кидаете. Понимаете? Как только выходите с дома, два ближайших перекрестка. Первый справа и второй там слева. Или наоборот. И кидаете там монеты. И вы собьете вот эту вот всю работу. Как это будет видно, собьете ли вы работу или не будете с работы? Прибежит эта скотина, которая вы увидите, да? А что такое? Что случилось? Короче, какие-то такие вопросы можно задавать. Дальше. С вами не случится вот этого фула. Дело в том, что там не очень хорошая встреча. Повешенный и дурак выпадает, да? Не очень хорошая встреча с какой-то мертвечиной, сразу говорю. Поэтому нет ничего проще. Взять, выйти из дома, направо монетки бросить на перекрестке и на левом перекрестке бросить пару монеток. И все. Можете идти куда хотите, да. Вот это самое такое простое, что можно сделать для того, чтобы перебить вот эту вот какую-то работу, сделанную на вас. Так, это я, называется, гадаю, что интересного будет в жизни. А вот вам новая задача, новый интерес.
Давайте еще посмотрим, что будет интересного в вашей жизни. Из-за вас будут биться, враждовать мужчины. Если гадает мужчина, будут враждовать из-за вас женщины. Что еще будет? Прям сеча какая-то будет, битва. Девочки. Боже, 4 мужика выпало. И 9 кубков. Смотрите, какая вы лисичка красивая выпадаете. А теперь я вам скажу, кто вам перекрывает эту дорогу. Это по-любому женщина, и которая перекрывает вам пути, чтобы вы либо любимого не нашли, либо чтобы вы запутались, чтобы что-то потеряли. И это может быть крадница. Это женщина. Она магичит на вас женщина. Магичит женщина, чтобы забрать вот прям ваше, да, чтобы у вас ничего не получилось. Завистливая. Завистливая баба магичит. И она перебивает вам пути. А как только мы... Вот я посмотрела, когда пути открываются, и в каждый путь перекрестка 4 стороны, как у света, да, восток, юг, запад, север. И получается у вас на каждой стороне по мужчине, получается, стоит, да. А девочки, если вы еще и одиноки, то будьте уверены, вот прям это вот перекрестки, вам надо открывать дороги. Просто свои дороги открывать. Даже если вам кажется, что все у вас хорошо и нормально, да, это восприятие ложное в силу того, что вы как идете по течению, плывете по течению, понимаете, а впереди какой-то большой водопад, подстроенный завистницей. Вот такие дела. Так, а давайте еще глянем. Ох, вот тут как вылезла, то вылезла, я вам скажу на втором варианте. Что интересного будет в вашей жизни? Влюбленные. Все, у вас все будет хорошо. Сделайте, как я вам сказала, все будет хорошо. Открывайте свои дороги. Знаете, какие-то ритуалы делать? У меня на канале даже есть в плейлисте «Магия работает», открытие дорог, да. Монетки на перекресток налево и правый, и ходим разными дорогами, держимся на стороже. И мы так поломаем вот эту вот работу. И вы увидите, вот прям увидите, если задаться. Так, я хочу знать, кто это делает. И вы увидите вот эту завистницу, падлу, потому что она-то смотрит, как вы там себя ведете, все, что вы делаете, да. И дело в том, что она как пойдет не по ее ному, не по ее будет, да, она будет очень злиться и будет к вам аж насильно. Вот, нет, пошли, нет, пошли. Наташа, ты чего? Пошли, я сказала, пошли. Вот такое будет, мои дорогие. Так что тут у вас самое ближайшее будущее показало. А я рада, что мы с вами это с вами обнаружили и нашли. Так что, девочки, пойдете. Не забудьте про монетки. Вот такой вот вариант. Третий вариант. Давайте посмотрим, что интересного у вас будет в жизни. Шестерочки. У вас самое интересное это когда вы двигаетесь. Смена места жительства. Поездки какие-то вас ждут, да? И будете вы там рады этим поездкам. Оу, 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 какой горячий у нас король здесь выпал. Красивый мужчина выпал вам. И королева, создание пары и все остальное. У вас, к девочке, кто-то выйдет замуж. Вот прям, знаете, предложение уже так и чешется. Кто-то свадьбу сыграет в этом году, может, в следующем. Но прям вы идете к тому. Если кто-то одинок, девочки, будет пара у вас. Вот самое такое прекрасное, что вы будете влюблены, он будет влюблен. Вы будете вот реально очень сильно друг друга любить. У вас такая любовная любовь выпадает здесь. Рыцарь еще выпадает. А к чему ты, рыцарь, выпадаешь ты здесь? Тут будет какой-то бывший у вас в будущем, будет любовная любовь, и за вами будет еще бывший какой-то бегать. Еще и император выпадает. Если, девочки, вы еще не рожали, у вас будет сын.
Так, а что еще интересного в жизни ждет? А что ждет мы? Все, девочки, это точно. Это рождение ребенка, сына. Я не просто тут так сказала, да. Если вы уже не в том возрасте, чтобы раздать, вы все равно приобретете этого сына ребенка. Это может быть и собачонок, хвостик какой-то, да. Что, ну, короче, очень такое что-то интересное и серьезное. Причем у вас все на отношениях и завязано. У вас будет вот именно самое такое интересное, классное в жизни — это человеческие любовные взаимоотношения. Понимаете? Причем вас не двое будет, а трое, да, или четверо. Ну, в общем, плод любви ваш ждет. Плод любви, мои дорогие. Очень серьезные карты. Так, а еще знаете прикол в чем? Что вы будете хорошеть. Двойная королева, как говорится, здесь выпала, да? Это говорит о том, что с возрастом вы только хорошеете. Что-то у вас такое с вами происходит, какие-то метаморфозы. Может быть, по чуть-чуть, может быть, это. Но вы как не то, что не стареете, да, вы прям как коньяк с годами хорошеете. И вот вы, получается, если были бы гадким утенком, то вы еще красивее будете, знаете, такая офигенная женщина. И мужчин это тоже касается. Ну что, давайте еще посмотрим. Ой, смотрите. Тут шестерочка выпала, и здесь шестерочка, да? Вы уже на пути к этому. У вас уже нормальная жизнь идет, да? Даже если что-то плохое бы в жизни было, оно уже заканчивается, это смена. Вот если так вот смотреть, как эра Водолея, там, эра чего-то, она у вас закончилась, один сезон закончился, и у вас начинается уже другой. И вы уже, как говорится, минимум в начале этого другого сезона. Или в начале ли, может, уже и в середине, да? Все к логическому такому красивому продолжению идет. Вот у вас как в сказке получается, да, когда идет сказка, длится, и там и Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и жили они долго и счастливо, или начали добра наживать, и бла-бла-бла, да. И вот на этом сказки обычно заканчиваются. А у вас как раз-таки вот это начало идет, понимаете? И стали не жить, поживать, да добра наживать, да? И жили они долго и счастливо. И вот у вас с этого момента вот начинается это будущее. Вы в этом. Ну, это супер карты, конечно, говорят. Это прям, знаете, вот как отработка вот этой кармической жизни в том поле, в котором вы есть, она дана. Даже если, девочки, вот если кто вдруг би, да, или кто-то к ЛГБТ относится, то я вам скажу, что это создание пары, в которой будет плод любви. Настоящий плод любви. Красивая жизнь. Вот такой вот третий вариант. И четвертый вариант. Давайте посмотрим, что у вас интересного будет в жизни. Десятка кубков вам выпала. Продолжение рода — это вы тянете род свой. Вот как ни странно не звучит, да, родили вы, не родили, или ну, в каком бы возрасте вы ни находились, да, вы есть продолжение своего рода. На вас завязаны ваши предки, и на вас завязаны ваши потомки. Вы ключевое. Вы ключевое. Давайте еще посмотрим, что интересного будет в вашей жизни. Тут идет какая-то картинка, связанная с забором. Какой-то, когда обновится забор, либо будет новый забор, девочки, не знаю, может кто-то знает и отнесет это к себе, да, но это относится к будущему. И тут идет такое, забор почему-то, какой-то забор, и идет смена настроений у вас, да, то есть как вы жили и как вы будете жить, зависит от того, как появится этот какой-то новый забор. Причем я не шучу, да, потому что, например, очень часто во снах, например, говорят, во снах являются покойные, и про забор очень часто говорят, про заборы, про градки на кладбище, обновите забор, там, где домик, где я жила, все такое. И, короче, с заборами что-то связано.
И у вас будет вот этот вот забор какой-то такой, ну что-то вот. Как-то у каждого по-своему, да, оно сбудется. Но как забор изменится, так и жизнь изменится. А что интересного вас ждет в вашей жизни? Тройка пентаклей, к чему ты ведешь? Ой. А вы в курсе, что вы не будете, вот если вы живете с кем-то и в квартирах, вы не будете жить в квартире, вы будете жить в частном доме. Вот к чему этот забор идет, это раз. Во-вторых, идут влюбленные, да, то я вам скажу, что, вот смотрите, если вы сейчас замужем, ухаживайте, пожалуйста, за здоровьем своего мужа, да, или жены. Ухаживайте за своими близкими, потому что, и вот смотрите, вначале я вам сказала, что вы ключевое ключ между предками и потомками, да. И дело в том, что вас жизнь приведет в частный дом. То есть, если даже вы на квартире живете, вы будете жить в частном доме. Если вы уже живете в частном доме, да, обратите внимание вот на забор. Какие-то будут у вас разговоры насчет забора, да, и у вас тогда вот жизнь изменится. Но когда вы будете, вот, например, ставить забор, смотрите за состоянием своих близких. Это очень важно. Понимаете? Очень важно. Как ни странно. Я, может быть, говорю загадками, но когда говоришь про будущее, оно все время так загадками, никто ничего не понимает. Что интересного будет в жизни у вас? 21 старший аркан. А к чему это ты выпал? Правосудие. У вас непростая жизнь в плане кармы, да? Вы кармически отрабатываете очень непростую задачу. Она связана с предками и с потомками. Вы прям... Смотрите, девочки, если у вас нет детей, да, и вы, может быть, не планируете, и либо у вас не получается, стоит подумать о том, чтобы взять приемного ребенка, потому что приемный ребенок очень часто меняет вот судьбу, предназначение, помогает, да, вот в этом развиваться. Как отработаешь, как говорится. Если у вас есть детки, да, то я вам скажу, что вам прям практически все надо вкладывать в своего ребенка, да, отдавать ему жизнь свою, быть с ним. То есть не то, что там ну, просто для себя любимой, да, но вы в ответе за предков и за потомков. И чем лучше вы это отработаете, тем лучше для вас. Ваш партнер, который с вами, да, вам надо следить за его здоровьем, заботиться о нем, чтобы у него, как говорится, была долгая жизнь. Так, давайте еще глянем. Что интересного будет в вашей жизни? Что интересного еще такого ждет вас в жизни? Я сейчас перегадаю, потому что очень такие, ну, прям уж сильно такие кармические карты идут. Но мы сейчас посмотрим. Еще по-другому глянем. Что интересного, впечатляющего будет у вас в жизни? Такое, знаете, я думаю, что я так немножко запуталась. А это получается, у вас какие-то знаки идут с будущего. Знаете, если вы помните, фильм такой был «Терминатор». И в этом «Терминаторе», получается, из будущего там этот робот, да, Шварценеггер вместе с... Короче, его послал уже выросший какой-то там
борец за революцию, свое прошлое, чтобы убить какого-то другого робота. Вот в Терминаторе была такая вот задумка, да, что типа из будущего послали в прошлое, чтобы изменить вот это вот прошлое. И дело в том, что у вас очень сильно выходят на контакт ваши потомки, потомки вашего рода. Они обращаются к вам уже сейчас, понимаете? Вот тут наложение, сингулярность такая пошла. У вас сингулярность пошла, и, возможно, вы видите картинки какие-то, которые вы не понимаете, что это за картинки, или какое-то дежавю, или ну, короче, что-то такое, но, знаете, это не с прошлого идет, оно с будущего. И вы даже не просто вот такой вот экстрасенс, да, я бы даже не сказала, что вам супер надо работать с людьми, сколько вам надо вот по своим каналам для своего рода, для своей семьи, вот это вот все делать, в этом вертеться. У вас экстрасенсорные, паранормальные, да, способности есть. Аномальные, я бы даже сказала. О, вот видите, еще и маг выпал. Карта мага выпала вам. Вы экстрасенс. Вы экстрасенс и родовой, как говорится. И кот заорал у меня, девочки. Вот что интересного у вас. И с вами, получается, из будущего ваши потомки, они с вами разговаривают, они обращаются к вам. Возможно, кто-то из вас даже может слышать голоса. Кто-то может из вас сны такие яркие, впечатляющие видеть, которые вы даже не понимаете, что это к чему, да? Вот и все такие странности в своей жизни, они относите их к будущему, потому что это вам из будущего какие-то приветы идут. Ну, это, конечно, капец. Капец расклад. Ну, это... А кто бы сомневался? Четвертый расклад всегда, в принципе, да, выбирают все, кто любит мистику и эзотерику, как минимум. И если вы сейчас еще на свою, как говорится, судьбу, на что интересного выпало, будет в жизни у вас, да, выбрали эту карту, не случайно я об этом вам говорю. Вот между нами, да, я вам скажу одну вещь. Я не помню, уже 1000 лет тому назад мне тоже один смотрел человек, но на каких-то таких китайских штучках смотрел. Не помню даже, как они называются, да, и он мне говорил, что у меня святость выпадает. Короче, потом что-то такое тоже происходило, я тоже это в свою сторону слово ну, я не зазнаюсь ничего, но я имею в виду, что я это подмечаю, да. И недавно, короче, смотрю что-то со своих старых раскладов. Ну, я люблю тоже в Ютубе посмотреть свои старые расклады, повыбирать карты, да. И мне опять выпало, я такая говорю про святость, да, я думаю, да, какое-то дежавю сплошное. И у вас вот это тоже обращаете вы внимание, либо не обращаете, пока лишь, да, но это все ваши послания из прошлого и из будущего вам здесь, в настоящее. Что интересного будет в вашей жизни? Явление, как говорится, будет. Знаете, как, может, не очень красиво выражусь, да, но типа явление Христа народу у вас тоже это ждет. Да, мои дорогие, вы увидите то, что никто не видел никогда. Может, вы уже это... Тут выпадает экстрасенс. Если кто-то еще сомневается в своих способностях, даже не сомневайтесь. Вы экстрасенс, вы ведьма, у вас ремесло ведьмовское лежит. Но у вас больше всего вот эта завязка по роду вашему идет. У вас родовая сила. И вот это вот слово сингулярность, и эти фильмы есть, которые более-менее раскрывают, да, вот это вот. Вот посмотрите «Терминатора». Очень про вашу судьбу, чтобы там час не пересказывать, да, вот просто посмотрите. Потом вот эти вот фильмы, которые про космос и сингулярность тоже, да, вернуться в будущее. Но это не название фильма, это я имею в виду Future in the Past. Время такое есть. Future in the Past в английском языке. И у вас future, будущее в прошлом, да, и у вас вот эти вот слова, они прям решающие. Жизнь экстрасенса, жизнь ясновидца, жизнь человека ключа. К вам обращаются потомки за помощью вашей. В вас колоссальная мощь есть, понимаете, сила экстрасенсорная.
развивайте ее. Но я не буду говорить вам, как развивать. Знаете, есть уроки такие, да, магии. Я могу дать уроки черной магии, но э, каждый, он все равно индивидуален, как художник, да. И если я вас научу, как говорится, рисовать по-своему, а помогу ли я вам? Потому что некоторые, они другое такое восприятие мира, да, другие красивые способы жизни. Ну, в общем, я тут вас лечить не буду, учить тоже. Вы экстрасенс, вы ведьма, вы ключ своего рода. И вот это гадание, что интересного ждет в жизни, это даже не для вас, мои дорогие. Это как-то, знаете, даже обидно для таких вот личностей, как вы. Ну, так ни о чем, как говорится, да, потому что у вас вообще, у вас не просто жизнь. Я даже не могу говорить про вашу жизнь от вашего рождения до вашей смерти, да, потому что вы вне времени, вне пространства, вы сансара. Вот такие дела, мои дорогие. Спасибо за внимание. Пока-пока.